Какой здесь дремучий лес. Обожаю такие места. И птицы что-то там переговариваются. Наконец-то чувствуется присутствие весны. Еще снег кое-где лежит. На северных сторонах там прям снега еще много, а на южных его совсем нет. И сегодня прям тепло, прям лето. Вот у нас на пару дней потеплело. И прям, знаете, как летом. То есть обычно идешь, весь взмокнешь, остановился и замерз. А сейчас нет. Останавливаюсь и наслаждаюсь. Вообще не мерзну. Всем привет. У меня сегодня обычный рядовой поход. Я думала его вообще не снимать, но потом все-таки решила поснимать. У нас же уже медведи проснулись, нужно прочувствовать это все. Я сегодня без палатки, без гамака. Просто так спальник взяла, каремат. Вот эта лиственница. Просто мощь. Такая мощь. А потом, когда она еще листики свои выпустит. Мне хоть и надо поторапливаться, а то я к ночи приду только. Но я хочу показать, какая-то лиственница огромная по сравнению со мной. Просто огромная. Как такую не обнять? Кстати, уже первые листочки проклевываются. Ничего себе, только недавно потеплело, уже вон маленькие. Проклевываются уже, надо же. Вот такие скалы иглы. Вот такая тут красота. Их иглами называют, потому что они острые. И их много. У каждой скалы есть название. Вот я пойду до дальней скалы, Лорик называется. Вон та вот хребет этот, это жираф. На нем я снимала не раз шорцы, где отвесная скала. Еще люди мне писали, что я по склону лезу. Вот отвесная скала, пожалуйста. Вот по этой скале я лазила. А съемка, она же в видео не передает, насколько она отвесная. И что это реально скала. Вот так вот. А какая-то из них цап, царап. В общем, жираф, цап, царап и скала Лорик. А все вместе это иглы. Ой, сейчас клещей понасобираю. Но с таким комбинезоном, как у меня сейчас, это не страшно. Это против клещей комбинезон специальный. Они нигде не должны пробраться, я его еще обработала. В общем, расклад такой. Пришла я на родник, набрала воды, у меня теперь на 7 литров воды тяжелее рюкзак стал. А там мотоциклистов тьма просто тьмущая. Человек, наверное, 12. Все шумят, бренчат, вот воняют этим вот мотоциклами. Я думала, я там сниму, как я воду набираю. А все почему? Потому что сегодня выходной, воскресенье. Вот эти мотоциклисты, это просто вездесущий ад. Это просто капец. Просто портят всю тайгу, весь лес они размолотили своими мотоциклами. Это просто ужас какой-то.
Они так взрыхливают почву, столько убивают полезных растений, насекомых, мелких каких-то грызунов, змей. Вы не представляете, какой урон они несут природе. И никому дела до этого нет. Ну, короче, я ругаться не буду, просто вот обрисовываю ситуацию, что вот встретилась с мотоциклистами. И я хочу до Лорика дойти, до дальнего. И где-нибудь там устроиться. Такие дела. Сейчас я быстренько чай попью и буду двигать дальше. Мне вот куда-то вот по вот этой тайге. Там, кстати, троп нормальных нет. Там только козами протоптаны. Люди туда уже дальше редко ходят. Вот до этих скал еще люди ходят, и то не так часто. А уже дальше туда прям совсем мало людей решаются ходить. Где-то там я хочу заночевать. С видом на реку Базаиху. Вон она река. С такими шикарными видами. Вот я уже до скалы Цап дошла. Я там неправильно сказала. Сказала Цап-Царап, а там Цыпа. Цыпа скала, а это Цап. Цыпа и Цап. И жираф там. А там, куда я иду, там Лорик. Но его отсюда не видно. А вот этот Цап. Обычно я на все скалы залезаю, оставляю рюкзак внизу. Но уже время много, поэтому придется это отложить как-нибудь на другой раз. Может, я когда-нибудь еще приду сюда с ночевкой. Вон они скалы. Где-то там я чай пила на какой-то из них. Ух ты. Сапсан. Кричит, переживает. Видимо, гнездо у него там. Мне вот сейчас по вот этим кустам. На камере кажется, что это фигня. На самом деле ничего подобного. Тут тропы вообще нет. Потому что я говорю, что люди здесь мало очень ходят. Очень редко. А вот эти кусты, на них клещей дофига. Потому что здесь ходят косули, моралы, кабарга. В общем, козы всякие. И, естественно, клещей здесь очень много. Сапсан что-то раскричался. Что-то потревожили, видимо, его. А вот и какашки муравьи. А вот скала Цап с другой стороны, снизу. Это я уже маленько за нее спустилась. Она вот такая продолжительная довольно. Ах, так хочется залезть. Но уже без 26 довольно много времени. Нет, ну какой же отсюда вид-то шикарный. Прям вообще вот скала выходит, получается, на обрыв. И здесь отсюда такой вид открывается. Просто шик. И тайга, и реку видно. Очень красиво. Еще и Сапсан кричит. Так вообще эпично все так получается. Внизу река Базаиха. Представляете, что? Вот что значит по дебрям лазить. Я какую-то стоянку классную нашла. Короче, тут скала без названия она. И там стоянка прикольная. Сейчас покажу. Представляете, прям под скалой. Это вот наверняка на квадроциклах сюда завозили, потому что, ну, это не затащишь никак в такую даль. Сюда идти километров 12 шкадрапом. Ух ты! Круто! А тут, конечно, видимо, без ночевки. Потому что, ну, где тут спать? Ничего себе! Какая-то даже типа печь или что-то. Сейчас поближе покажу. Я издалека увидела первым делом лестницу. Она белая, бросается в глаза. И то, что лестница на скалу такая, чё? Ничего себе. Прям костровище такое. Лавка. Здорово. Сейчас зайду. Не поленюсь.
Очуметь. Ну, это точно везли на квадрике или на снегоходе, потому что железка. Фух, не, раньше я тут не видела такого. А может, внимания не обращала. Может, это какая-то недавняя стоянка. Даже шкаф привезли, умывальник. Тут еще один шкаф. Ничего себе. Представляете, что я нашла? Мангал. Это, видимо, мусор сжигать, какая-то печка. И вот с таким видом на скалу. Обалдеть. Шикарно. Вот это я нашла. Вот это я попала. Круто. Здорово. И кто бы догадался тут вообще стоянку делать под скалой на таком склоне. А вот кто-то догадался. Класс. Кстати, лавка еще, знаете, совдеповская такая. Я помню такие, как типа кушетка. Или как в трамваях или где-то подобные лавки были. В троллейбусных депо. Прикольно. Где-то старый такой надыбали. Вот так вот. Будешь лазить там, где другие не лазят. Что-нибудь да найдешь. Это закон. Я сейчас резко спускаюсь вниз. Опять по кустищам с клещами. А тут вот только козьи трупы. Сейчас я вот так и туда вот в лес зарулю. Бабочки летают. Здорово. Как-то очень классный поход и очень здоровский маршрут. По идее, казалось бы, нафиг оно мне надо, да, тащиться вот куда-то далеко, когда на скалах, вот там на иглах, такой красивый вид, можно было там остаться. Просто там я уже несколько раз ночевала. А когда я сюда несколько раз уже ходила налегке, без ночевок, вот, и у меня появилось такое огромное желание переночевать именно вот там. А вот и клещи. Шустро довольно ползут. Хотя я обрабатывала костюм. Но сейчас, мне кажется, они чокнутся. Они не должны. Они отвалятся, скорее всего. Вот, 2 клеща. Может, еще где-то есть. Пока не видно. Вот, видите, сколько шишек. Шишки, кусты, клещи. Все как я люблю. Красота, тайга, тишина. Тут даже реку слышно немного. О, красавчик. Вот смотрите, как работает этот костюм. Клещ ползет. Вот он. А там у меня набрызгано. Он уже, видите, дезориентирован, короче. И он ползет под эту вот штуку. Он вот под нее сейчас заползет. И все, он оттуда никуда не сможет деться. Это ловушка клещевая. И на штанах, и на руках такие. Сниму отсюда скалу, на которой, возможно, я сегодня буду ночевать. Ну или где-то в том районе, в общем. Может в лесу, может на видовке, не знаю. Тут виды, огонь. Вот она река. Вот вид на реку, конечно, вообще шикарный. Отсюда-то уже красиво. А вот со скалы там вообще прям шикардос. А вот здесь когда-то давным-давно была стоянка в очень давние времена. Потому что она уже давно сгнила. И вот эти напиленные чурбаны тут уже много лет валяются. Они уже, можно сказать, гнилые. Но, наверное, их все равно можно сжечь. В общем-то, эта стоянка не слишком далеко от скалы. Поэтому, если вдруг мне понадобятся вот эти чурбаны, я думаю, налегке я сгоняю за парочкой. Тут, кстати, такой лес шикарный, прям густой, красивый. Медведи, наверное, тут ходят. О, вот это что-то новенькое. Вот этого не было, это свежее. Ага. Неужели и здесь кто-то собрался стоянку делать? Для чего-то же напилено. Очуметь.
А люди строят стоянки в таких местах для того, чтобы прийти и уединиться. С природой побыть наедине. Вот еще какахи. Косули. О, я поднялась. Где вы еще такое увидите, а? Тайга, таежная река. Такие места дикие, красивые. Это просто нереально. Вот здесь вот Базаиха вот так расходится. И вот там снова соединяется. Наверное, утром красивый вид будет здесь. Красотища какая. Тайга, тайга, бескрайняя тайга. Виды очумелый огонь. Единственное, ветер меня это волнует, потому что я же без всего. Ой, пришлось тут маленько пролезть на скалу, на край туда с другой стороны, чтобы снять вот этот красивый вид. В общем, надо... Сейчас 7 час уже. Надо как-то мне придумывать. В общем, здесь я буду спать. Замерзну я здесь, не замерзну. Знаете, чем здесь плохо спать? Потому что если, допустим, медведь выйдет, тебе просто некуда будет деться. Тут все, скала и обрыв. И это все, это конец. Ты отсюда никуда не убежишь. Закрытое получается пространство. Ты как в загоне. Вот. А если в лесу, там все-таки есть шансы с медведем разобраться. Разойтись по-хорошему. Еще хочу показать вам вот такое чудо. Когда сосна превращается в такую извилистую сакуру, что ли. И она вот такая всегда маленькая остается, как карликовая. Потому что растет вот прям, можно сказать, практически из скалы. Из ничего. И вот на этом кусочке много-много лет держится. Уже и ураганы у нас были, что только не было. И вот она держится. Ее, видимо, вот эта скала от ветра, от всего защищает. И вот она вот так живет. Красиво прям на скале. Над такими видами шикарными, над Базаихой. Вот. Это просто чудо. Я считаю, это чудо. А кто-то еще со мной спорил в комментариях, утверждал, что на скалах деревья не растут. Да на скалах только так деревья растут. Они везде растут, даже на отвесных скалах. Я же уже не раз снимала такое. Это просто чудеса, как они там держатся, эти деревья. Даже огромные деревья, бывают, растут на скалах. А вот это, кстати, косули здесь полакомились. Тут очень часто косули, моралы ходят, кабарга. Тут очень много какашек, следов, и тропки протоптали именно эти козы. Я решила все-таки в лес спуститься и устроить себе ночевку в лесу, потому что там сильно ветер дует. И ночью я просто задубею, потому что под утро обещают всего 6 градусов. Вот, а я без палатки, без всего. В общем-то, эти доски, горбыли эти огромные, знаете, сыграют для меня сегодня очень хорошую роль. Я думала, сегодня буду делать себе лежанку из дровишек. А вот они. Пожалуйста, можно пару штук положить, каремат на них, и будет тепло спать. Правда, они, наверное, тяжелые. Не знаю, как я их ворочать буду, но сейчас попробую. Вот такие огромные сосны. Блин, она еще даже живая. Видите, сломана наверху. Вот она упала. Видимо, ураган был у нас сильный. Видимо, ураганом сломала. Но она уже, конечно, такая, видно, подсыхает. Но она еще живая была. Вернее, есть. У нее вон еще ветки зеленые. А тут дупло такое. Ну, это гномы, конечно же. Больше некому.
О, капец, какие они тяжелые. Их надо туда немного протащить. Там более-менее ровно. Здесь везде склон. Я хочу вот у этих двух деревьев вот так вот постелить, их две. Вот, если у меня сейчас времени хватит, и я найду ровные какие-то дрова, может быть, я даже стенку сделаю. Но это не факт, потому что уже поздно. Они, конечно, малость подгнившие уже, но мне подойдут. Тяжко. Жалко, закат в той стороне, из-за деревьев не видно. Так бы красивый закат, наверное, был бы.
общем, я тут со стоянкой возилась, уже не знаю, сколько время, поздно уже, наверное. Делаю это костровище, натягивала вот эту. Потом слышу, в общем, там грохот какой-то. В общем, не знаю, то ли дерево упало, то ли животное какое-то ходит. Решила быстрее костер. С костром все-таки безопаснее. Уже давно пора его сделать. Там луна как огонь горит. Я голову поворачиваю, думаю, что за костер, кто там чем светит, а это луна. Представляете? И оно так стремительно вышло. Вот так вот я костровище сделала, палки по краям. Правда, они сильно сухие, не загорелись бы, чтобы мне котелок можно было вешать. И вот такая у меня лежанка классная. Тут пни поставила по краям. Плохо, что нечем притянуть вот эти палки. Было бы, конечно, выше тогда стенка, лучше. Ну ладно, и так сойдет. Лавка такая получилась. Что у меня будет на ужин? Одну картошку я запеку, а одну свою любимую, как я люблю, сделаю на шампурике с майонезиком и морковочкой. Ну, типа шашлыка. Лучок, овощи и селедочка. Вот так я порезала картошку, морковку, майонез. И все сейчас это я уже показывала. Просто в пакете помну, перемешаю, надену на шампур. А эту картошечку, наверное, попозже чуть-чуть закину. Ой, вот смотрите, прошло так, ну сколько-то времени. Я, кстати, время так и не посмотрела, но подозреваю, что уже очень много времени. Часов 9-то точно есть, если не 10. И вот я сижу уже, у меня своя стоянка, как дома. Тут стол, тут костер. Кстати, его специально подальше сделала, чтобы не летела на лежанку, потому что у меня спальник пуховый. Вот так вот сейчас все перемешаю. На шампурик надену. Это вообще моя самая любимая вкусняшка. Опа. Сейчас он туда с того угла подкину. Там. А тут пускай угли будут. И картошку сейчас сюда сразу закину. Пускай она печется. Опа. Вот такая красота. Пускай запекается, уже зашипела. А вон там картошечка. За ней только следить надо постоянно. Вот, а потом попозже еще воду поставлю. Я вот здесь специально вот так вот. У меня такой тросик. Вот так вот я его растягиваю. Вот такие палки вбиваю по краям. И вон крючок висит. Сейчас сюда вот вешать котелок. Морковка, конечно, не проделалась. Но все равно очень вкусно. Лучочка, помидорчика. Селедочки. Ну блин, ну зачем ты дым? Ну мы же договаривались.
Картофанчик готов. Сейчас я его буду кушать. Картошечка запеченная. Кстати, 11 вечера уже. Ты не ты, когда голоден. Селедочка, иди сюда. Лучочек. Опа. Кипит. Паучара. У него, кстати, глаза светятся. Когда на него фонарем светишь, у него глаза светятся у этих пауков. Так классно осознавать, что уже насекомые проснулись. Что-то мне так захотелось именно ночью на видовку зайти. И я ушла от своего лагеря. Похождения Алины ночные. О, тут, кстати, вон еще косули тоже. Сколько поели. Вот здесь все кусты объедены. Прикольно. Тут реку слышно. Ну, ничего, конечно, не видно. Я-то что-то думала, что видно что-то будет хотя бы. Но ничего не видно. Ой, вообще темень, просто тьма. Просто тьма, черная. Просто черным черно. И луна. Желтая луна. Наверное, только Алина по тайге по ночам шарится. Ой, не, вот так вот, когда я на себя фонарь свечу, вообще идти невозможно. Там же под ногами вообще темнота, ничего не видно. Кстати, я же их сегодня снимала. Я уже эти какашки снимала. Так, ага. Вон он, костерок-то видно. Видно издалека. Это хорошо. Может, медведи не подойдут. Ой, прям со стороны вообще классно смотрится. Такая тайга и костер.
Надеюсь, выдержит. Ой, как же хорошо-то лечь. Главное, от костра спальник не испортить. Потому что это будет не очень. Так, у меня тут, кстати, под рукой топор, нож, если что, на всякий пожарный. Самое классное время. Вечернее, ночное. Как же я его люблю. Люблю вечеровать, у костра сидеть, когда вот устанешь, придешь, все это сделаешь. И потом уже отдыхаешь. Как же классно. 2 час ночи уже. Все, всем спокойной ночи, до утра. Надеюсь, мне не придется включаться. Вообще, на самом деле, люди меня спрашивают, типа, как ты не боишься, да вот звери, звери, и все постоянно пишут про зверей. Но люди никак не поймут, что они-то и есть самое зло и самый страх. Животные никогда не станут убивать ради того, чтобы убить. У них могут только инстинкты сыграть. А вот люди как раз, они могут именно убивать ради того, чтобы убивать. Доброе утро, земля. Как же классно я спала. Я вообще не замерзла. Вообще обожаю этот спальник. Сейчас я антирекламу сделаю сплаву и рекламу классную вот этому спальнику, наверное. Вот эта фирма Ситу Саммит. И вот этот спальник, это просто огонь. Ни разу в нем еще не мерзла, ни разу он меня не подвел. А есть у меня сплавовский спальник. Бренд Сплав. Ну, магазин такой есть, Сплав. Вот. И у них одинаковый температурный режим. Но это небо и земля. Сплавовский спальник, он намного холоднее, хотя указан одинаковый температурный режим. И он намного тоньше, чем этот. Он прям вот так поднимаешь на свет, и он светится. У этого такого нет. Конечно, этот спальник намного дороже, но я считаю, он стоит своих денег. Я сейчас не рекламирую, просто вот свои сравнения. Никому совет не даю покупать именно этот спальник, а просто я свои наблюдения вот рассказываю. Просто многие меня спрашивают, и вот я просто вообще этим спальником очень сильно довольна. Поэтому я могу об этом рассказать и точно его похвалить. Вот, ночь прошла отлично, я не замерзла. Просыпалась где-то около 5 утра, можно было на рассвет встать. Но было очень холодно, потому что я вылезла из спальника по нужде и просто зубами стуча обратно залезла. И дальше спать, в общем. Сейчас где-то время 8:30, я уже давно проснулась, валяюсь, слушаю птиц, всякие звуки лесные. Вот солнце на меня светит, мне даже жарко. А на улице довольно прохладно так-то. Это вот за счет того, что солнышко греет. Ой, вообще так здорово в лесу просыпаться. Это вам не в какой-то пещере.
И всякие какие-то где-то лоси эти, косули кричат, где-то тявкают, где-то там кто-то хрустит. Может, даже и медведь где-то там проходил. Но из-за того, что у меня костер практически всю ночь был, ну так он шаял немножко. И животные все-таки дикие боятся дыма, они близко не подходят. А птицы поют, все хорошо. Утро прекрасное, надо вставать, делать дела. Ой. Еще хочу своим котиком похвастаться. Вот такой он у меня теперь красивый. Я его перешивала целый день. Выделила специально на этот день. И его перешила уже второй раз. Я его перешиваю. В этот раз я взяла, купила ткань поплотнее. Надеюсь, она дольше продержится. Даже бантик у него теперь есть. И вот такая штучка. Но я думаю, она долго не продержится. Вот это вот. Ну, вот такой вот он теперь у меня модный, красивый. И надеюсь, мне его еще надолго хватит. Да, котяра? Красавчик. Ух, как бодрит. Вода ледяная вообще. Ночью градусов 5 было, может даже 4. Ну, 4-5 это так. Так смотришь с высокой скалы. Так интересно там внизу. Вот думаешь, может там даже какие-то гротики где-нибудь есть. Вообще я на лыжах там проходила мимо, не замечала никаких гротов. Какая же все-таки красотища, а. Вот она, таежная красота. Трутовики. И такой, и такой. Кстати, первый раз вижу, чтобы он вот так вот завернулся как-то. Какой-то завернутый трутовик. Они обычно вот такие шляпками. А тут прям весь извернулся. Интересно, почему. Красивая-то как. Вообще обожаю всякие вот такие таежные зарисовки. Кстати, костровище еще было до сих пор настолько теплое, что положила ветки, и они вот маленько задымились. Это, представляете, на всю ночь костра хватило, потому что я туда подкинула именно сырые дрова, и они всю ночь шаяли и отпугивали животных. Шмелик. Первый раз в этом году вижу шмелика. Представляете, куда он там забрался? Еще себе в норку какую-то забрался. Интересно, зачем? Ух ты. Кипит, кипит. Опа. Сейчас еще поставлю на термос залить. Такой у меня завтрак. Как всегда, моя стандартная каша там со всякими орешками, добавками, ягодами. В этот раз у меня гречневая с пшеной. Ну, вкусняшка моя любимая. Тут
Кофе не пью, но вот решила, что в этот раз кофе взять. Кофе налила. И галеты со сгущенкой. Пошла кофе пить на видовку. Я же ради этого сюда шла, ради этих видов красивых. Моя круженция стоит прям на самом краю. Кстати, камни здесь сыпучие, вполне могут осыпаться. И кружка моя уйдет. Не надо, моя любимая кружечка титановая. Все-таки здорово вот так сидеть, кофе пить, за этим всем наблюдать, за вот этой бурной базаихой. Она сейчас очень бурная, потому что снега таят. А практически уже все растаяло. Где-то там чуть-чуть есть местами. А так и даже не видно. Вот поэтому она такая бурная, поэтому она такая мутная, коричневая. Красотища здесь. Вот не зря я сюда пришла ночевать, потому что я очень хотела именно вот так вот провести время. Посидеть, чтобы тепло было, помедитировать, посмотреть, понаблюдать вот за этим всем. Вот эта сосна на краю скалы растет. Вообще-то и вот сосны растут прям на краю, на скалах тоже. Вчера я снимала-то скалу, видно было, что они прям на краю стоят. Какое дерево я нашла. Ну, уже не дерево уже. Видите, оно такое закрученное, как будто его закрутили. И оно все горелое. И именно только оно. То есть вокруг нигде гари нет. Никакие другие деревья не горели. Кстати, отвлекусь. Вот видите упавшее дерево? Из него сколько молодых, новых растет. Это вообще чудеса природы. Вот из одного упавшего дерева столько много живых. Так вот, скорее всего, в это дерево молния попала. И именно вот, когда молния попадает, именно вот так выгорает дерево. О, первый раз вижу в этом году. Вы ж мои маленькие прострельчики. Ой, какие маленькие, какие пушистики. Они такие классные, когда малюсенькие еще совсем. Тут на солнышке пригрело, и вот еще только-только распускаются. Еще. Ой, какие красавчики. Желтенькие. Как же здесь красиво. Я представляю, когда вот это все зеленое будет, с цветами. Тут вообще, наверное, будет шикарно. Вот, кстати, сосенка тоже прям на краю растет. И вот там полно деревьев тоже. Прям на скалах. Чем они там держатся, непонятно. Вот такая здесь базаиха. Бурная, близко, прям рядышком. Там вообще бурлит вон. Красивые места. Красивые дикие места. О.
И вот это все зеленое будет, зазеленеет вся тайга. Как же будет летом тут здорово, красиво. А я просто думаю, дай-ка я прогуляюсь просто. Без рюкзака, без штатива, без селфи-палки даже просто пошла. Не думала, что тут столько увижу красивого. И снять со стороны даже не могу. Не на что поставить телефон. В общем, пока я прогуливалась, нашла вот такую елочку. Маленькую. И она выдернута была, не знаю какими путями, но вот в таком виде. Ну, думаю, забрать ее, что ли, с собой. Только, правда, не знаю, как ее нести. Сейчас подумаю. Может, ее у грота моего посадить. Ну, это сама судьба. Кстати, я дождалась, когда костер полностью прогорит и полностью потухнет, чтобы точно не было никакого пожара. Вот таким костровище я оставляю. Ну все, я собралась. Совершенно неохота уходить с такого места. Уже почти час дня, а я только выдвигаюсь. Ну, пока погуляла. Место очень хорошее. Такая классная стоянка у меня получилась. Надеюсь, она здесь и останется. О, кто-то доски, конечно, тот, кто напилил, наверное, заберет. Скорее всего, здесь хотят стоянку сделать. Вот. По поводу комбинезона. Вчера по мне ползало много клещей, ни один клещ меня не укусил. Комбинезон этот, это новая модель с тонкой ткани, которая быстро сохнет, хорошо тянется. Вот. Бренд Росомаха, магазин Покров. Но этот магазин, по-моему, только в 3 городах есть, поэтому спрашивайте в комментариях у меня, я всем отвечу, где купить можно, если кого-то заинтересовало. Вот, здоровский комбез, легкий, тонкий, именно летняя модель. Есть, кстати, у него еще вот такая москитка, поэтому если всякая мошка, комары, можно капюшон с москиткой надеть и вообще никто не закусает. Все, я собралась в дорогу. Всем, кому понравился мой фильм, мое таежное приключение, подписывайтесь обязательно на мой канал, если вы не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Подпишитесь еще, кому интересно, группу ВК, я там выкладываю свежие новости. Вообще своих походов я мало снимаю, а хожу я очень много, и поэтому все походы я выкладываю в ВК. Ну, я имею в виду посты, там фотографии, короткие клипы, какие-то ролики. Вот, основные фильмы я там не добавляю, но зато там все подписчики в курсе новостей. Все там свежее, все новое. Вот сходила в поход, сразу скинула все новости там. Зато вы будете все про меня знать. Такие дела. Все, всем пока-пока, до встречи на моих платформах. Надеюсь, вам понравился мой фильм. Громадный трутовик. Прям в дупле вырос. Просто огромный. Вот, по сравнению с моей рукой. Надо же. В горелом дупле. Это лиственница такая толстенная.
Вот видите, по сравнению со мной, какой огромный трутовик. И какая толстая лиственница. И на ней очень много смолы. Я сейчас жую. Очень обожаю смолу с деревьев брать. Живи еще долго, лиственница. Такой раритет. Ветрениц так много. Это самые первые цветы после снега.